Эта история произошла прошлым летом. Одним прохладным пятничным вечером мы возвращались домой и услышали крики котенка. Не задумываясь, мы побежали на звук и увидели вот такую картину. Под балконом пятиэтажного дома в самом углу лежал брошенный новорожденный котенок, совершенно один. Масечка, ну какой ты малюсенький. Мячку, давай его заберем. Куда мы его заберем? Домой? А если кошка придет? Я тебя заберу, если что, не бойся. Ты не останешься один маленький. Не пойдет куда-нибудь, маленький совсем. А кошка... Да, зови кошку давай. Даже перестал орать. Мы тебе Он поможем. так орал. Малыш был очень грязный, его маленькое тело поедали блохи, а из левого глазика торчала засохшая травинка. Вот моя рука, а вот он. Чтобы вы понимали. Мячку, давай его заберем. Забирает с собой, а если кошка вернется? Ладно, давай пока мы сходим за молоком. Мы в любом случае вернемся. Если он будет здесь, то мы его заберем. Котенок был очень голодный, и в первую очередь его нужно было покормить. Поэтому мы решили быстренько сходить домой за молоком и заодно проверить, объявится ли за это время кошка. Я должен быть уверен, что не придет кошка за ним. Я не знаю, как его взять, он настолько маленький, я боюсь его сломать. Давай, мой хороший, пойдем. Ну, буквально максимум неделя. Нет, мне кажется, как будто бы этот глаз уже начинает открываться. Нет. Вот, да, он может начинает. Посмотри, как он к теплу. Прямо вот замирает. Ты так летел, маленький. Мы пришли на твои клики. Да, мой масенький. Тепло тебе стало. Смотри, пригрелся. Да. Он пригрелся и уснул. Носиком только своим водит. Давай нарвем травы, положим его. Если он уснет, это будет очень хорошо. И мы с собой его потом заберем. Я погрею рукой. Ложись. Маленький такой. Мы нарвали травки, чтобы ему было мягче и теплее лежать, и пошли. Маленький, дождись меня. Дорога туда и обратно заняла у нас чуть больше 15 минут. Поскольку к такому повороту событий мы совсем не были готовы, мы взяли из продуктов только то, что у нас было, и быстренько побежали обратно. Возле того самого дома стояла абсолютная тишина, и тут мы стали волноваться. Я его не слышу. Надо лезть. Он здесь. Да. Он спит. Он уснул в травке. Маленький. В ту ночь больше всего мне запомнился именно этот момент, когда ты возвращаешься и видишь, как этот маленький комочек просто спит. Один в этом огромном мире, никому не нужный, беспомощный и беззащитный. И просто понимаешь, что ты, возможно, его последняя надежда на жизнь. И плевать, что ты понятия не имеешь, что нужно делать. И что ты просто возвращался домой из кафе и совсем не готов к таким поворотам событий. Вот так свалилось тебе на плечи, и хочешь не хочешь, тебе придется это принять. Потому что если ты развернешься и уйдешь, он умрет. Он так классно уснул. Но он дрожит. Ну, конечно, дрожит. Давай сюда его, короче. Пойдем, мой халюсик. Пойдем, мой маленький. Да, не пищи. Не бойся, паучки, ничего страшного. Идем. Вылезти еще отсюда как-то надо. О, Господи, как хорошо без этого балкона. Да, свети мне сюда. Пьет. Ты пьешь, правда? Ты пьешь. Ты мой хороший. Ой, как вкусно, мой маленький. Как вкусно молочко. Ты пришмоктался. Пришмоктался. Не хочет? Не, кушает он потихонечку. Лежит мой палец. Руку мою. Лежит руку. Кушает. Он реально голодный. Такое чувство, что его мамки давно нет. Здесь. Просто напрягаешь, он один. Где еще? Не могла она его одного родить. Кошка, у меня есть сметана. Знаете, чего мы боялись больше всего? Что мы заберем его с собой и не сумеем вырастить. Ведь новорожденных котят вырастить без кошки в искусственных условиях очень непросто. Но выбора не было, и мы решили рискнуть. Ой, блин, не знаю, понесли домой тогда, ладно. Дома будем его выращивать.
С этого и началась наша история. Дома нас встречали наши домашние животные. Дуня. Дуня. Материнские инстинкты должны проснуться. Ты чё? Дуня, перестань. Он же маленький. Кошка не сразу приняла котенка, а вот собакину он очень понравился. Он размером с твой нос. В одном из наших роликов я спрашивал у вас, хотите ли вы увидеть полную версию про спасение котенка, и вы буквально закидали нас положительными сообщениями. Но поскольку не вошедшего материала осталось очень много, мы решили полностью все переписать и сделать совершенно новое видео со всеми подробностями. Поэтому устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь. Вот с таким пением прошла вся наша ночь, иногда прерываясь на недолгий сон. Утром из интернета мы узнали, что кормить новорожденных котят коровьим молоком не рекомендуется. Только заменителем кошачьего молока, который мы легко приобрели в ближайшем зоомагазине рано утром. Сделали все, как сказала продавец, и кормили строго по инструкции каждые 2 часа. О, молодец. Давай, кушай. Кушай, кушай, кушай. Кушай, маленький, давай. Сразу после еды делали массаж животика, протирая его влажной ваткой, чтобы котенок сходил в туалет. Затем влажным ватным диском протирали всего котенка, как это делает кошка языком. Как кошечка тебя вылизывает, так и мы тебя понимаем. После чего малыша укутывали в полотенце, чтобы он не замерз. И все это делали под контролем нашего старшего товарища по кличке Босс. Лапки твои достанем. Вот так. О, и обезьянка маленькая. Обезьяночка маленькая. Вот такой. Вечером свозили его к ветеринару. Врач сказала, что малыш здоров, и вырастить его очень даже реально. Она нам дала несколько рекомендаций и полезных советов, которые мы безоговорочно выполняли в дальнейшем. Слушай, это нормально, что он сам моется? Угу. Да? Растет. Ну, типа в таком возрасте это нормально? Не знаю, может он продвинутый сильно. Если такой думает, чем бы сегодня заняться? Во время поездки к ветеринару малыш крепко спал в дорожной сумке. Раз уж ему так понравилось, мы решили первое время держать котенка в ней. А сейчас кто-то будет кушать. Внутрь положили бутылку с теплой водичкой, а в карман сумки стеклянную баночку, тоже наполненную теплой водой. Это нужно для того, чтобы котенку было тепло спать в этом импровизированном домике. А еще нашли в шкафу воротник от старой зимней куртки. Нашему котенку он тоже очень понравился. Чуть позже сделали ему отдельную кроватку, отапливаемую со всех сторон грелками и бутылками. Спустя несколько дней у нас стали полноценно открываться глазки. Один глазик был совсем больной, и нам пришлось лечить его по рекомендации врача. Ежедневно мы протирали глазки настоем ромашки, капали капельки и использовали различные мази. Котенок рос не по дням, а по часам. Кушать стали больше, гулять чаще, а спать меньше. Бусик маленький. Маленький мой бусик. Мы уже более уверенно стоим на своих лапках. Ну, почти. Очень долго мы не могли точно определить пол котенка. Показывали специалистам, но даже они расходились во мнении и каждый раз рекомендовали нам отложить это дело на попозже, чтобы котенок еще немного подрос. Но со временем стало понятно, что это девочка. В том самом первом выпуске мы предложили вам помочь придумать имя для этой малышки. Было очень много вариантов, но мы остановились на 2 – Соня или Мила. Ей подходили оба варианта, но душа почему-то лежала больше к имени Соня. Так и решили назвать. Изначально мы планировали вырастить этого котенка, а потом найти хорошую семью и отдать его в добрые руки, поскольку у нас уже есть кошка. Когда мы делали первое видео, я даже снимал обращение к зрителям по этому поводу. Может, кто
кто-то захочет котенка себе. Но вставить его в выпуск так и не решился. За все время ухода за котенком мы очень сильно полюбили его и поняли, что уже никому не сможем его отдать. Эта кроха осталась жить с нами, и с тех пор не было ни секунды, чтобы мы об этом пожалели. Сонечка растет здоровой, полноценной кошкой. Дуня стала ей старшей подругой, с которой они ежедневно играют. А Босс – старшим товарищем, вопреки всем законам природы. Босс, что ты скажешь по поводу котенка? Каково тебе ощущать еще одно живое существо в квартире, Босс? Тебе нравится котенок? Поскольку материала еще очень много, ждите вторую часть с продолжением этой истории. Если вам это интересно, обязательно покажите это лайком под видео. И не забудьте проверить, подписаны ли вы на наш канал. А пока расскажите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас есть животные, как они у вас появились. И самое главное, приходилось ли вам кого-нибудь спасать. Мы с удовольствием прочтем каждую историю и самые интересные обязательно пометим сердечком. Спасибо, что остаетесь с нами.